Привет, меня зовут Лера, и я сегодня хочу поговорить с вами об ошибках в росписи одежды. В качестве видеоряда процесс росписи футболки «Изоляция», которая собрала столько внимания в Инстаграме, что мне очень польстило, конечно же. Здесь я смешала кучу техник, и акварельную, и не акварельную, и бархатные краски, и не смешала цвета между собой разных серий, так что это будет интересно посмотреть. Ошибка номер 1 – это использование художественного акрила вместо акрила по ткани. Если вы хотите рисовать не один раз ради интереса, а в принципе смотрите на долгосрочную перспективу, то лучше не использовать художественный акрил по ткани, потому что он не подойдет для ткани, он подойдет для других поверхностей, а не для росписи текстиля. Например, я рисую красками Pebeo эту работу, и после того, как я закреплю рисунок, он будет мягеньким и эластичным, он будет слегка растягиваться, а не трескаться, и его будет комфортно носить. Это непередаваемые приятные ощущения, с которыми рядом не поставить художественный акрил по ткани и роспись художественным акрилом футболок. Ошибка номер 2 – это смешивание художественного акрила с акрилом по ткани, а также непроверенные смешивания акрила по ткани разных производителей друг с другом. Прежде чем устроить себе подложку одним производителем, а основной цвет другим производителем, нужно это все очень много раз проверить, чтобы быть уверенным, что это не слезет с первой же стирки. Например, краски Pebeo, если мы нанесем один слой обычным акрилом по ткани для темных и светлых тканей, а сверху сделаем бархатную роспись, скорее всего, она держаться не будет. Бархатные краски нужно наносить без подложек и уж точно не смешивать с другими красками. Если мы возьмем условные краски Евана и сверху на подложку из Еваны сделаем роспись красками Pebeo, то здесь даже не нужно будет стирать, достаточно будет просто намочить, чтобы картинка вся слезла. Это моя кошечка. Я вот начала работу во время росписи над бархатными элементами. У меня будут объемные цветы, объемные лепестки разлетающиеся и объемная надпись. И для того, чтобы это все держалось на ткани, я буду обходить свои объемные, вот эти будущие объемные элементы, буду обходить обычной краской для темных и светлых тканей, чтобы они не соприкасались никак. Для того, чтобы в итоге при стирке все было хорошо. Пройдемся по вопросам краски. Третьей ошибкой может быть слишком сильное разбавление краски водой для акварельной техники. В акварельной технике у меня был сделан фон. Мы разбавляем краску водой, либо разбавляем водой ткань и рисуем краской. Так вот, если слишком сильно разбавлять краску водой, то пигмент может из нее потеряться, вымыться и не закрепиться на ткани должным образом. И тогда рисунок может со временем смыться. Методом проб и ошибок нужно искать баланс, и вряд ли кто-то может дать какую-то уникальную формулу, универсальную, которая подойдет всем и каждому. Здесь нужно просто тренироваться и тренироваться еще раз, и все, здесь больше нечего подсказать. Четвертой ошибкой, связанной с краской, может быть слишком большое количество слоев. Хорошая роспись терпит наименьшее количество слоев. Максимальное количество слоев, на мой взгляд, это 4. Это уже все, это край. Больше уже делать не нужно. Какие последствия могут ждать? Рисунок треснет. Рисунок может треснуть еще до того, как
вы его передадите своему заказчику или кому вы хотите подарить эту роспись, или даже до того, как примерите ее сами. Это будет очень обидно, и поэтому лучше таких ошибок не допускать. Лучше посмотреть мое видео, потому что я такие ошибки в свое время уже совершила и могу вам о них рассказать. Можете посмотреть мое видео, как рисовать на темной ткани, и там я рассказываю, как можно сделать минимальное количество слоев той же краской декола, и при этом рисунок получится супер ярким и очень красивым. Конечно, в использовании красок тут уже важен ваш собственный опыт, ваши эксперименты, именно в плане того, что вы будете это стирать и проверять, как это будет держаться. А так можно использовать какие-то свои собственные наработки, свои краски. Никто вас в этом не будет ограничивать. Просто есть популярные краски для ткани, которые уже известны, которые испробованы всеми, и на которые есть уже какие-никакие гарантии, как это будет выглядеть в итоге, как этим пользоваться, чтобы получилось здорово, чтобы это выглядело красиво и удобно было носить. Тем временем я уже начинаю рисовать черные контуры, а значит, моя роспись близится к своему финалу. Хотя на самом деле черные контуры — это самая сложная и самая долгая часть росписи, которую не каждый любит, но я, конечно же, люблю. Кстати, в своей работе я не использую специальные контуры по ткани и маркеры, потому что у меня нету к ним никакого доверия. Сколько бы я ни пользовалась ими, как указано везде, как это предполагается производителем, почему-то они отказываются вести себя так же хорошо, как ведет себя краска на тонкой кисточке. И это очень странно. Возможно, это дело во мне, но контурами я не пользуюсь и, конечно, не могу не рекомендовать, но могу рекомендовать проверять самим. Может быть, кому-то это удобно. Ну и последняя ошибка, я бы могла бы выделить плохой уход за кистями и то, что вы при этом можете продолжать ими пользоваться. Здесь очень важно, особенно за тонкими кисточками, очень хорошо следить, промывать их очень тщательно после каждой росписи и не давать акрилу забиваться внутрь ворса, иначе кисточка придет в негодность. Она распушится сначала и будет давать какие-то непонятные линии, непонятно зачем. А тем временем посмотрите, какая роспись у меня получается. Пока что рисунок максимально плоский, а бархатная краска ведет себя как обычная мерцающая краска. Кстати, видео про бархатные краски уже есть на канале, сейчас оно всплывет подсказочкой. Обязательно посмотрите, если еще не посмотрели. На самом деле мне так понравился итог, что я даже немножечко пожалела, что эта футболка не моего размера. Кстати, обратите внимание, если правильно убрать термоисчезающие чернила, то не остается абсолютно никаких следов от них. Doubts have disappeared under street lights. Couldn't give a single fuck about those hard times. Хоть я немножечко и погрела феном, но в итоге я, конечно же, все закрепляла утюгом. А вот и итог. Все, что должно было стать объемным, стало объемным. Посмотрите, как здорово это смотрится. Такую печать ты не везде купишь, а про роспись я вообще молчу. Спасибо, что посмотрели это видео. Надеюсь, вам оно понравилось. Если так, то ставьте лайк, подписывайтесь на канал
Всем спасибо, пока!